Всем привет, это я, Аленчик, и давайте поддержим мой канал, сдвинем его с мертвой точки. Для этого нужно поставить лайк, обязательно досмотреть видео до конца, написать какой-нибудь комментарий, хороший или плохой, неважно. Обязательно поделитесь этим видео в любой вашей соцсети, это может быть Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, в Твиттере. Подпишитесь на канал, если не подписаны, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И благодаря вашей активности вы, мои волшебницы и волшебники, сможете продвинуть это видео, поддержать мой канал. Взамен я вам дарю лучики счастья, любви, свое сердечко. Благодарю за любую проявленную активность. И давайте уже приступим к видео. Поехали! Будем переделать вот этот шкаф. Сейчас показываю, как я его увидела впервые в жизни, когда открыла этот дом своим ключом 9 месяцев тому назад. И летом я вытащила абсолютно всю тяжелую мебель на веранду, на переделку. Буфет, который я уже сделала, вот этот советский шкаф и вот этот шкаф, который сейчас будем переделывать. Хозяева сказали, что он ручной работы, и я верю. Но на самом деле он так громоздко выглядит, а легкий, как пушинка. И объясню почему. То есть получается, что этот шкаф на самом деле полностью сделан из очень тонкого шпона, или это фанера. Миллиметров 2, наверное, вся толщина. Только дно здесь более-менее такое прочное, а остальное все тоненькое-тоненькое. То есть у нас даже картон и то намного толще. Более того, все проедено муравьями, изгнившее, и, соответственно, это еще облегчило вес шкафу. То есть единственное, что держит этот шкаф, это перемычки, боковинки, какие-то декоративные элементы. И здесь ничего ценного на самом деле нету. Этот шкаф не стоило вообще спасать. Но я побоялась гнева моих подписчиц, которые сказали, что: Аленчик, ты обязана просто отреставрировать этот шкаф, несмотря ни на что. Так что поехали. Берусь его за переделку еще по другой причине. Потому что, во-первых, это ручная работа. Хотелось как-то, знаете, иметь что-то раритетное такое, интересное. И превратить в что-то современное. То есть я долго думала, как это сделать. То есть сложно историческую какую-то классическую мебель сделать в современном стиле. Но я думаю, что у меня получится. И, во-вторых, у меня вообще шкафов особо нету. То есть мы ездили с квартиры на квартиру. С моим мужем больше 14 лет. И, соответственно, у нас шкафов никогда своих не было. Ну, там, знаете, столы можно с собой возить, там матрас, но шкафы очень сложно. В общем, план у меня в любом случае на него конкретный. То есть мне нужно хранить вещи хоть где-нибудь. И я шкаф этот сделаю так, что он будет служить мне верой и правдой. Ну, как минимум еще лет 5-6, а то и больше. Как вы видели, я все тщательно отмыла, и самое время починить шкаф изнутри. Явно он пережил тяжелые времена сырости, и произошла отслойка этого тонкого шпона. Он и так тонкий, так он еще и разваливается. И решила я взять степлер со скобами. Конечно же, это была плохая идея, почему я и написала на превьюшке, что буду самым вандальным способом чинить все это дело. То есть клей туда можно было бы залить, но все равно мне прижать этот шпон нечем. Поэтому буду уже вот таким образом сразу прибивать, как я показываю на экране. И я поняла, что одного рядочка скоб маловато, и уже увлеклась по-черному. Только посмотрите, как прогибается эта створка. Почему я не смогла заменить все боковинки на нормальный лист фанеры? Потому что все перегородки как-то устроены таким образом, что вот эти вот листы шпона проходят между зажатыми двумя планками. То есть у меня фанера имела 5 мм толщину, а этот шпон всего лишь, я говорила, 2 или 3 мм. То есть я очень тщательно изучила конструкцию этого шкафа. И все перемычки, планки, какие-то боковинки вставляются друг в друга с помощью пазов каких-то. То есть если бы я начала снимать центральную перегородку, чтобы заменить вот эту часть, то мне бы пришлось разобрать полностью весь шкаф. Вы не поверите. Я прямо сидела и смотрела, как он собран. Поэтому я приняла решение, что с помощью остатка фанеры буду припрятывать вот эту часть шкафа
которая прямо совсем разрыхлилась и не имеет никакого товарного вида. Но не буду вот так вот делать встык под основные планки, а прямо буду накладывать на них и прикручиваться к ним. То есть это будет, конечно, немножко ужасно смотреться, но другого выхода нет. И показываю вам, насколько этот шкаф проеден прямо сильно-сильно. То есть это, не знаю, или муравьи, или термиты, или кто еще ест фанеру, но это все нужно исправить. Я замерила, какой кусок мне нужен фанеры. Сейчас все расчерчу, размечу и порежу все это дело с помощью циркулярной пилы. Сейчас я насаживаю саморезы прямо на фанеру, и потом мне так будет легче прикручиваться к шкафу, потому что у меня нет помощника, и вертикально очень сложно само это делать. И потом уже я эти саморезы по одному буду вынимать и расширять место под шляпку, чтобы утопить, чтобы потом запрятать под грунтовку или под шпаклевку, чтобы вообще все смотрелось одним листом. И уже сидя внутри шкафа, я прикрутила еще один кусок фанеры, чтобы припрятать, во-первых, все скобы, чтобы это все не цеплялось за одежду. И видите, я ногой все это дело держу и уже прикручиваюсь не в планку, которая сверху, а в ту фанеру, которая прикручивала с лицевой стороны. Видите, я фанеру выровняла с верхней частью планки, которая там была, и выкрутила первый саморез. Сейчас я расширила с помощью толстого сверла на 10 отверстия и таким образом утопила шляпку самореза, и уже так сделала со всеми 4. Теперь я все это дело шпаклюю, потом зашкурю и уже буду красить. Сейчас эта фанера, конечно, смотрится очень инородно, но зато мы очень хорошо укрепили ту часть шкафа, она не провалится никуда больше, если я буду толкать там вещи или коробки. И смотрите, сколько много дефектов еще на этом шкафу, его нужно немножко подлатать. Буду брать шпаклевку, где смогу, залеплю потолще слой, где потоньше. Я пробовала вообще все вот эти вот отверстия от муравьев тоже вот так вот перекрыть, ну, чтобы заполнить все эти отверстия. Не все можно было зашпаклевать, иначе бы этот шкаф был бы весь белый. Вот так вот выглядит все это дело после моей работы. Теперь еще нужно все это дело шкурить. И перед этим я решила, что хочу разобраться, что вообще с этим замком. То есть однозначно он здесь не остается после того, как я открутила саморезик, поняла, что там вообще тихий ужас, ручка не держится. Ну, не пойдет, знаете, такое дело. Буду снимать эту ручку окончательно, бесповоротно, и шпаклевать отверстие, которое там было под замком. До самого вечера я шкурила потихонечку, полегонечку, старалась не давить на сам шкаф, иначе бы я проломила еще одну стенку, пришлось бы опять пилить фанеру. В общем, утром пошел дождь, я как бы все это дело на всякий случай накрывала, но у меня клеенка явно летала во время дождя, и шкаф замочился с обратной стороны больше всего, то есть там тоже тоненькая фанерочка вот такая вот, и так я боялась, чтобы это все не сгнило на моих глазах.
и не испортилась, и не сделалась еще хуже. Я тогда параллельно собирала еще тот советский шкаф, который потом сделала в желтом цвете с черным, с белым. В общем, эти два шкафа натерпелись, пока я их переделывала. И да, это кадры с осени, с августа. И это не значит, что это видео старое. Это значит, что я вам просто его не имела возможности собрать, когда у меня сгорел компьютер. То есть это видео новое. Так что я надеюсь, оно вам понравится. В общем, сейчас я беру вот такое вот натуральное мясо, хотела сказать масло, для того, чтобы покрыть шкаф изнутри, чтобы больше его не ели ни жучки, ни червячки, никто. Да, этот шкаф будет потом вонять еще долго. То есть это достаточно вонючая такая смесь, но зато я знаю, что эта обработка хороша будет для этого шкафа, то есть его никогда не обрабатывали, видно. Он слишком был натуральный, и слишком на него покушали всякие насекомые. В общем, видите, я обработала этим защитно-декоративным покрытием, и там различные масла, воск и какие-то УФ-присадки. И видите, какой стал насыщенный цвет. Створки я тоже покрашу изнутри. И сейчас потихонечку начнем заниматься внешней стороной шкафа. Там тоже все не так просто. Не взять и покрыть, знаете, краской. Нужно же сначала все обезжирить, а потом еще прогрунтовать. И только потом придать этому шкафу какую-то индивидуальность, дизайн и так далее. В общем, следите за мной и продолжаем. Ну что ж, вот мы подготовили шкаф. Показываю с двух сторон, и больше таким вы его не увидите. Беру грунтовку, она у меня очень густая, очень-очень. И я покрашу только пару мест на этом шкафу, так как шкаф сам по себе шершавый, как я не знаю что. То есть это не гладкая поверхность, здесь нету лака, поэтому грунтовка особо не нужна. Более того, эта банка была у меня единственная на 2 шкафа, поэтому что я считала нужным в этом шкафу, то и покрасила. Ну что ж, беру свою любимую краску масляно-фталевую эмаль и начинаю слой за слоем наносить и на выдвижной ящик, который идет по низу цельным таким вот блоком, и уже буду закрашивать сам шкаф. То есть вы видели, я загрунтовала только по низу самые проблемные места, там, где больше всего проедено было муравьями, и корону, как я ее называю, поверху шкафа. Все остальное буду красить сразу краской. Она у меня проверенная уже годами. Я ею красила и дерево, и стекло, и камни, и металл, и пластик, и у меня ничего не отваливается. И очень часто получается такая магазинная ровная гладкая поверхность, если правильно нанести. И получается, что в конечном итоге у меня будет такой легкий глянец. Хотя эта краска бывает и в матовом варианте тоже.
Вот я нанесла первый слой краски и вижу, что краска прямо впиталась в шкаф, то есть нужно давать еще пару слоев, то есть он почему-то не хочет закрашиваться нормально, пятнит и пятнит, то есть я буду давать еще как минимум по 3 слоя, и все равно не будет идеальной поверхности у этого шкафа, именно у этого. То есть он абсолютно не гладкий, он весь шершавый, как я уже говорила. Наверное, грунтовка все-таки была бы здесь нужна, но я говорю, что у меня на тот момент была только одна банка, и уже некому было ездить еще за грунтовкой. В общем, перерасход белой краски у меня конкретный. И так как у меня шкаф был окрашен, я не хотела накрывать клеенкой шкаф, надеялась, что не будет дождя, и он просохнет по-быстрому. Но не тут-то было, я же говорю, мое молдавское счастье. И, конечно же, дождь пошел и намочил шкафы, и там где-то краска скукожилась. И мои новые малярные скотчи ушли в гору. Ну, вот вы видите сами, инструменты намокли и так далее. Но меня ничего не остановит. В общем, в любом случае я купила у нас тут в селе малярный скотч в хозмагазинчике. И давайте уже приступим к дизайну самого шкафа. Вот это у меня промежуточный вариант на правой створке. И сейчас покажу промежуточный вариант на левой створке. И не особо хочу раскрывать карты, что же я собираюсь делать. Лучше помолчу, и вы просто спокойненько посмотрите, что я и как делаю. Вот таким образом я произвела подготовительную работу с помощью малярного скотча. И дальше вы уже посмотрите, что я буду делать. Скажу сразу, желтого цвета не будет. То есть наверняка все сидят, ждут, когда же появится желтый цвет, а его не будет сегодня.
Ну что, мы очень близко уже и быстро двигаемся к финальной прямой. Нужно сделать еще пару моментов. Во-первых, нужно все-таки поменять петли на вот этой вот двери. То есть, видите, она отвисает немножко и отходит, соответственно, двери не закрываются нормально. В этом мне помог Сережа, он прикрутил новые петельки, старые мы выбрасываем. Видите, они как прогнулись сильно. Я их уже подкрашу, те новые. И в строительном магазине мы купили ручки для ящика выдвижного и для самих створок шкафа. Сережа уже подключился, просверлил мне дырочки, уже прикручивает сами ручки. И уже сейчас посмотрим, что же у меня получилось в конечном итоге. Ну что ж, давайте вспомним до и после. То есть вот так вот он выглядел до этого. Кому-то может понравиться его внешний вид издалека. Но вы же видели, какие дефекты были у него. Он весь дырявый, тонкий, несчастный, поломатый был. И вот что у меня получилось. Надеюсь, вам результат нравится. Потому что, в принципе, мне самой нравится. Он стал такой легкий, изящный, не такой тумбовидный, не такой тяжеловесный какой-то, неподъемный и грузный. То есть у него появилась легкость. То есть он реально сам по себе легкий физически, да. И я сделала его таким вот более нежным, что ли. И, конечно же, мы его поставили на веранду для верхней одежды. То есть в этом шкафу не было никогда полок, нам и не нужно. То есть здесь хранятся и пледы, которые нужны для нашей уличной качели. Вот вы видите, как у меня получилось закрасить этот кусок фанеры. Не могу сказать, что он сейчас смотрится как родной, но и народным он тоже не смотрится. И, кстати, вот помните, я говорила по поводу фактуры самого шкафа? Он сейчас смотрится как кракелюр какой-то, да? То есть очень интересная фактура у створок. И в этот большой ящик мы сложили всю свою обувь. Там все поместилось. В общем, надеюсь, вам вообще переделка понравилась. Понравилось, как стал выглядеть этот шкаф. Надеюсь, вы счастливы и довольны, что вообще я его сохранила. Какой он есть дырявый, тонкий, там какой еще есть. Он на самом деле прикольный. То есть просто уже старенький. На этом я с вами буду прощаться. Желать вам всего самого-самого хорошего. Счастья вам, любви, здоровья, удачи, мирного неба над головой. С вами, как всегда, была Аленчик, мой муж Сергей, мой кот Бонифаций. Увидимся в следующих видео. До новых встреч и пока!